Друзья мои, здравствуйте! Я буквально минут 15-20 назад проехал Дайтона-Бич. Дайтона-Бич находится в той стороне. А уже в той стороне находится Святой Августин и Джексонвиль. Джексонвиль является самым густонаселенным городом Флориды. А Святой Августин является старейшим городом Флориды, о котором я хотел бы вам сегодня рассказать. Но если вы будете ехать в сторону Святого Августина, не побрезгуйте, проехайтесь именно вот по этой вот дороге, которая идет по над морем. Очень красивые места, заведомо, я могу вас предупредить, вы не пожалеете об этом. Ладно, давайте не будем задерживаться, поехали в новый выпуск. Да, и забыл сказать во вступительной своей речи о том, что сегодня не будет юнитов, но сегодня также будет розыгрыш. Циферка будет где-то в центре ролика или, возможно, в конце, я уже об этом говорил, она падает рандомно. Почему будет? Да потому что Новый год, даже если мы не покупаем юниты, все равно кто-то должен получить подарки. Предыдущие два подарка отправились в две разные страны. Я думаю, что люди рады и хочется сделать кому-то еще приятно. Это дорога по набережной мимо Дайтоны-Бич. Я не знаю, она начинается, по-моему, за Вест-Палм-Бич. Нет, она начинается в районе Спейс-центра Кеннеди. Там, где как раз происходят запуски ракет здесь, на территории Флориды. Очень интересное, кстати, тоже зрелище. Если вы хотите, вы, когда находитесь во Флориде, можете зайти на сайт НАСА и посмотреть, когда будет ближайший запуск ракет. И подъехать туда, посмотреть, как это все дело происходит. Ладно, ракеты — это дело хорошее, но вот здесь такая атмосфера очень и очень интересная. Это какая-то старая Америка, смешанная с каким-то деревенским, с одной стороны, стилем, а с другой стороны, вот это море, до которого не всегда в городах вам получается дотянуться. Здесь вы можете перейти через дорогу или зайти вот здесь вот что-то перекусить. Причем здесь даже какие-то есть супы, обычно латиноамериканскую кухню какую-то делают, что-то жареное, что-то непонятное, кляры вот эти. Но, правда, тоже бывает мусор. Хотя здесь это все же редкость. Здесь более-менее все такое чистенькое, ухоженное. Только посмотрите на эти беседки. Хотя эта беседка, это, как я понимаю, private property, она, наверное, принадлежит вот этим домикам. Вот, смотрите, какой у нас мотоциклист. Хозяин дороги. И буквально, наверное, минут 30-35 в ту сторону у нас будет Святой Августин. Места здесь очень интересные, и именно с той позиции, где мы находимся с вами сейчас, если двигаться прямо, то мы будем проезжать, старейший порт Флориды, который в свое время и защищал Святой Августин. Такие красивые, видите, улочки. Там даже, смотрите, храм какой-то есть. Давайте чуть-чуть с дорожки сойдем. Я вам покажу. Я его сам не видел. Вон, видите? То ли католический, то ли протестантский. Да, смотрите, какой большой храм. Вон он выглядывает. На стеклах... я думал, витражей нет, это ободранный пластик. А я сначала подумал, нифига себе, думаю, какие витражи в этом храме. Огромное заведение. И все, смотрите, все приехали в церковь. Соединенные Штаты очень верующая страна. Здесь на каждую деревню по 6-8 храмов, может быть, разных религий, в основном христианских разных разновидностей, но
и все остальные тоже присутствуют. К примеру, во Флориде есть буддийские храмы, индуистские храмы и много разных других религий. Если вы являетесь поклонником одной из них, вы всегда найдете место, куда вам приехать. И здесь у нас океан. Я не мог вам не показать, очень красивое место. Смотрите, какие волны сегодня. Просто великолепно. Да, но купаться не будем. Я сегодня не по погоде, так сказать, одет. На улице градусов 20, наверное, 19. Но здесь даже можно было бы чуть-чуть посерфить. Конечно, сильно бы не получилось. Но там какая-то волна набегает, я смотрю. Да, а я что-то не подумал. Ну, вроде бы в понедельник тоже волны обещают, поэтому я съезжу куда-нибудь в район Вест-Палм-Бич. А сегодня нас ждет Святой Августин. Предпоследняя остановочка перед Святым Августином. Здесь смотрите, какая огромная площадь, засыпанная песком. Песок еще с таким сверху желтым налетом. Непонятно. Здесь недалеко Space Center Кеннеди. Возможно, это какие-то структуры сгорания твердого топлива ракетного. Не могу сказать. И хотел вам показать домики, как здесь строят в прибрежной линии. Для того, чтобы в период ураганов и наводнений эти домики не затапливало. Кстати, это тоже был когда-то домик. Сейчас нельзя заходить, потому что это частная территория. Но вот там еще мы видим, остались жильцы, которые здесь живут. Вон они, эти домики, на высоких сваях. Я сейчас подсниму или уже подснял где-то с воздуха. Они все в солнечных батареях, у них независимая электроэнергия. Единственная канализация. Ну, канализацию, я так подозреваю, что они сливают в море. В море, в океан. У нас здесь Атлантическое море или Карибский океан, как там называется. Такие вот дома. По поводу моря и океана я, конечно, шучу, а то некоторые нервничают, не понимая шуток и сарказма. Очень интересно. Сваи по 10 метров. И вообще очень странная такая территория, засыпанная вот этим вот желтым налетом. Очень интересно. Хочу подойти поближе к этим домикам, показать, насколько эти сваи высокие. Издалека кажется, что они совсем небольшие, но подходя поближе, вот та, которая ближе к берегу, это где-то 3 моих роста. 3 моих роста, я 1,85 м. Ну, грубо говоря, 6 метров, 5,5, может. А может быть и больше. Я, конечно, не совсем понимаю, это туристическая какая-то история или здесь кто-то живет. Может быть, отельчики какие-то. Береговая охрана. Не могу сказать. Вот такие вот дома на сваях.
На болотах Эверглейдс тоже очень много таких домов, но, конечно, сваи чуть пониже. Как они в шторм, конечно, деревянные эти сваи всю эту конструкцию держат. Здесь бывает такие волны накатывают. По береговой линии видно, как замывает песок. Так, едем в следующую локацию. Локация очень интересная. Она и положила основу вообще заселению этой территории, Святого Августина и прилегающих городов. Буквально в нескольких милях, если вы двигаетесь со стороны юга, перед Святым Августином есть форт Матанзас. Матанзас с испанского переводится «резня». Где-то здесь, на побережье, испанцы вырезали большое количество гугенотов. Это было связано с католической религией. Там одни хотели других к своим богам приобщить, хотя на самом деле все это дело разные ответвления христианства. Я не до конца понимаю, конечно, почему они резали друг друга постоянно, но на месте, где была эта резня, в дальнейшем, в 1740 году, воздвигли форт вот этот вот. Но, к сожалению, сегодня у нас Крисмас 2025 года, сегодня 25 декабря, и все закрыто. Я хотел вам показать, думаю, заеду. Там нужно на лодочке туда пересечь вот этот вот шлагбаум, заехать, сесть на лодку, 5 минут, и ты в самом форте. Там какая-то стоимость взимается. По идее, должно быть открыто с 9 до 5:30 вечера, с 9 утра. Но, к сожалению, из-за Крисмаса сегодня у нас все закрыто. Это все является национальным парком здесь. По краям очень красиво, но исторически, конечно, место специфическое. А сам город Святой Августин, как я уже говорил или не говорил, появился в 16 веке. Представьте, ему 500 лет. Практически с момента покорения Соединенных Штатов Америки Колумбом, конкистадорами, появился этот форт. И Святой Августин нас встречает интересными пейзажами. Но это я показывал уже как-то в выпуске, в первом. А сегодня я расскажу немножечко про другое. Про другое, именно про Крисмас, про Рождество здесь, на территории Святого Августина. Это один из самых популярных городов США на Рождество. Святой Августин не так просто, как кажется. Здесь можно провести ночной тур по кладбищам, к примеру, или заехать в одну из самых старых тюрем. Помимо этого, вы можете посетить больницу, в которой проводились операции без наркоза под наблюдением окружающих пациентов. Такие пыточные условия. Помимо этого, здесь есть несколько домов, в которых живут призраки, и в них боятся работать местные служащие, местные охранники, из-за того, что эти призраки ночью выходят и с ними здороваются. Сейчас мы в пару таких мест обязательно забежим, посмотрим, есть ли там призраки и где же там проводились эти пыточные конвейеры. Сейчас мы с вами подошли к ряду исторических зданий. Здесь располагается какой-то самый старый магазин. О, люди или не люди. Давайте подойдем поближе. Во-первых, какой-то странный аппарат пыточный. Наверное, для обработки земли, пахоты. 1900 год. Ребята здесь отдыхают. Ребята, привет! И где-то тут располагается самая старая тюрьма Флориды, одна из старейших тюрем Соединенных Штатов Америки. Лошадь, форт. Ну, на самом деле, я не думал, что это все вот в таком виде. К сожалению, я так понимаю, что закрыто. Хотя на самом вагончике он висит open. Но. Старые здания. Аллигатор. Да, закрыто. А, вот по решеткам можно определить, что это вот как раз она и есть самая старая тюрьма. Я хотел походить, конечно, по камерам. Но не получилось, так не получилось. В тюрьму мы еще успеем. Да, товарищ шериф.
Смотрите, кто там выглядывает. Чё, тебя там закрыли? Давай, я тебя вытащу. Помимо всего прочего, здесь, если вы приезжаете, как и в остальных городах, к примеру, на прошлый Новый год я снимал город, я не помню, как он называется, в котором проводится Октоберфест. Сейчас кто-то проедет. Любители они здесь, да, прямотоков вот этих, конечно. В Майами сейчас, кстати, за это будут штрафовать, и превышение звука в городе будет караться штрафами. Так вот, если вы приезжаете сюда, в Святой Августин, на Новый год, в связи с тем, что это одна из самых главных достопримечательностей на Рождество здесь, в Соединенных Штатах Америки, будьте готовы к тому, что вы даже не сможете найти, где запарковаться. Вот эти парковочные зоны за моей спиной, это практически на окраине города, где я и припарковался. Теперь мне нужно идти в сторону центральной части города, где-то мили полторы. Я не думаю, что это очень далеко. Тем, кто любит прогуляться, походить, позаниматься спортом, это подойдет. Но тем, кто не любит ходить, это, конечно, будет проблемой. Но эти улицы южных штатов, они, конечно, поражают воображение. Если вы смотрели «Унесенные ветром», эти деревья, с которых свисают такие непонятные, то ли это листва, то ли в период цветения что-то образовывается. Я не сильный специалист в области ботаники, но это просто невообразимо, очень и очень красиво. Здесь, кстати, находится по правую сторону парк, и в нем живут павлины. Возможно, мы даже кого-то из этих павлинов сейчас увидим. По-моему, я в прошлой части про Святой Августин рассказывал, и, возможно, даже кто-то из этих павлинов попадался нам на глаза. Почему же Святой Августин входит в десятку самых красивых рождественских городов Соединенных Штатов Америки? Да потому, вы видите, как все это украшено. Какие-то пряничные домики. Вокруг море светоиллюминации. Это как раз то, о чем говорили на российском телевидении, что Европа тонет в темноте, и больше в Европе не загорится ни одна лампочка, потому что идет экономия электричества. В Соединенных Штатах такая же история, не горит ни одна лампочка. Святой Августин входил в десятку лучших иллюминизированных и раскрашенных рождественских городов Соединенных Штатов Америки длительное время и входит сейчас, но помимо всего прочего он неоднократно по разного рода версиям National Geographic и других изданий был самым-самым красивым рождественским городом. Также вы можете встретить здесь Гринча, который похитил местных туристов. Народу очень много. Сейчас я стою на светофоре, наверное, минут 5-7. Пытаюсь перейти вот эту дорогу. С той стороны люди тоже в такой же попытке. Хорошо, что я приехал чуть пораньше, припарковался. Было где-то в районе 11 часов утра. Сейчас время 1:30 дня. И запарковаться здесь, я думаю, уже может оказаться большой проблемой. Я запарковался на 12 часов за $21. Там получается фи $20 и $1.50, по-моему, если я не ошибаюсь, доплата городская. А так есть парковки по 40, по $60. Но это не на час, это на сутки. И, как я понимаю, по часовой на длительных парковках нету опции. Тоже какой-то музей. Ну, сюда мы уже, наверное, не успеем. Нам нужно попасть в форт. Он располагается вот там вот слева. И на кладбище. Оно тоже у нас будет впереди вместе с больницей, где как раз пытали людей. Даже здесь, в самом старом городе Флориды, в одном из старейших Соединенных Штатов, располагаются вот такие вот барьеры. Везде готовы к каким-то угрозам, что кто-то где-то как-то заедет на праздники. Мир, конечно, меняется и не всегда в лучшую сторону. Очень много людей. Балкончики, как-то я даже здесь кушал. В прошлый раз, когда я приезжал в Святой Августин, было полное солнечное затмение. И как раз, когда я кушал свой стейк, солнце полностью закатилось и потом выкатилось обратно. Старые конструкции. Не знаю, конечно, сколько им сотен лет,
Ну, выглядит как будто бы 2-3 сотни точно. Старейшая деревянная школа-дом United States, Святой Августин. О, нифига себе, это старейшая школа. Вот такое вот здание, и сверху не черепица, а именно деревянная такая накладка, я не знаю, как это называется, в виде черепицы. И в окне на нас смотрит женщина, вы только посмотрите. Привет, красотка! Это один из старейших фортов Соединенных Штатов Америки, отстроенный в 1670-х годах. Это печка, похожа на русскую, но на самом деле это для разогрева ядер. Я делал прямой эфир в Инстаграме и про это чуть подробнее рассказывал. Сюда с этой стороны кладут ядра, все это раскаляется, с той стороны они вываливаются, эти ядра заряжают в пушку и бьют из орудий по тем судам, которые заходят в гавань, для того, чтобы они не просто ломались, а еще и горели. Стены, ну вы знаете, я смотрю, очень напоминает обычный цемент. То ли реновацию проводили всего этого, то ли тогда был цемент. Я, честно сказать, в историческом плане по поводу производства цемента не сильно в курсе, был ли он в 16-17 веках, когда строили этот форт. Так, для общего развития можно, да, зайти. Сегодня Рождество, 25 декабря 2025 года. Многое здесь закрыто, в том числе и сам форт. Ну, можно прогуляться, людей здесь много. Многие просто из них отдыхают, расслабляются. С учетом того, что это все располагается еще и в гавани. Очень красиво. Волнорезы, суда, катера. И здесь какая-то мания на катамараны. Вот я тоже думаю, может быть, приобрести лодочку себе, но на это, к сожалению, нужно время. Ну или к счастью, на все нужно время. Вы знаете, эти достопримечательности для массового туриста, они везде примерно похожи. Я уже говорил в прямом эфире в Инстаграм о том, что похожий форт я встречал в Маниле, это Филиппины. Кстати, там тоже разговаривают по-испански. Возможно, из-за того, что испанцы колонизировали большую часть тех стран, которые открыты были в средние века, в результате чего они, конечно, и строили оборонительные сооружения. Святой Августин как раз осваивали испанцы, но вокруг были враги, французские гугеноты и англичане. И с ними происходило здесь много разных мероприятий, о которых я рассказывал как раз по пути сюда, в Святой Августин, по поводу Матанзаса. Матанзас, как я говорил ранее, это с испанского переводится как резня. И здесь, за моей спиной, вы видите вышка шерифа. Все охраняется очень хорошо, чтобы не произошло никаких нюансов. Полиции практически на каждом перекрестке по 2, по 3, по 5, по 10 машин. В связи с последними событиями, нестабильностью в мире, в каждой части Соединенных Штатов. Хотя в прошлом году я был в городке, в котором проводится Октоберфест, в центральной части. И вы знаете, там полиции, может быть, 2-3 машины я буквально встретил. Не так много этого всего было. Ладно, давайте пойдем подальше, посмотрим, пока не стемнело, что здесь еще интересного. Почему? Да, вот, наверное, поэтому Святой Августин считается одним из самых красивых рождественских городов Соединенных Штатов. Сколько они тратят на эти украшения, я стесняюсь спросить. Хотя, что стесняться, надо подходить и спрашивать, я думаю, 1200-300 на каждый домик, который украшен в таком вот стиле, 100% уходит. Это у нас ресторанчик, и сюда еще нужно отстоять большую очередь. Ну и рядом с ресторанчиком есть красивые здания, балкончики. Где-то неподалеку здесь у нас Гринч.
входная группа в Святой Августин. Когда ты въезжаешь сюда, ты уже с юга. С юга, с севера я не помню, что там происходит. С юга, когда ты въезжаешь, ты чувствуешь то, что ты попадаешь в какое-то волшебное царство города, которому 500 лет. Просто представьте себе 500 лет этому городу. Зданий, конечно, с того времени осталось немного, если они остались на самом деле. Есть какие-то деревянные постройки, о которых говорят, что они с 17-18 века, хотя сомнительно. Форт, который я вам показывал, он старенький. Так, конечно, все это подвергнуто было реинновации. Собачки какие. Но все равно очень красиво. Особенно институт, университет, который располагает в центральной части. Я его сегодня не знаю, но, может быть, чуть-чуть затрону. О нем я в прошлый раз много говорил, в прошлом своем видео. Какой-то прямо Хогвартс из Гарри Поттера. Ну и вот эти вот здания тоже очень интересные такие. Я все-таки, наверное, ближе к архитектуре прошлых лет, чем к современной. Все время, когда я вижу какую-то классическую здесь архитектуру или чисто американские вот эти вот стили времен Дикого Запада, мне, конечно, хочется прикоснуться к этому и понять, как это так происходило тогда или тогда. Что люди тусовались в этих салонах. Мортира, пушка, что это такое? Тусовались в этих салонах, пили виски, стреляли из пистолетов друг по другу и делили девушек. Ну вот и еще одно достояние Святого Августина. Как вы знаете, здесь проводятся туры, я уже говорил, по кладбищам, тюрьмам и больнице, где проводились пытки, операции без наркоза на глазах у всех остальных больных. И это именно то самое здание. Вы знаете, такое маленькое и такое страшное. 1763 год, 1784. Это у нас британский период. А медицинская практика началась в 1700 году. Вы знаете, такой здесь запах испражнениями напоминает сразу Нью-Йорк или Сан-Паулу. Да, страшная вещь. Мне кажется, процентов 80-90 тех людей, кто заезжал в эту больничку, больше отсюда никогда не выходили. Очень удивительно, сейчас в период рождественских праздников я здесь зашел на одну улочку, она прямо рядом с университетом. Здесь так тихо. Здание вот это напоминает здание из фильма «Санта-Барбара». Как я понимаю, там тоже все это в колониальном стиле. Я, правда, не был там, но в дальнейшем, надеюсь, когда-нибудь попаду. О, здесь у нас тоже пошла какая-то средневековая архитектура. Закрыто. Но мы можем пройти вот здесь. Красота. И самое главное, тихо. Вот это блаженство. Птички вокруг поют. Вот это чувствуется, что построено давно. И, наверное, даже если была реконструкция, то она максимально приближена. Но мы про окна сейчас молчим. Окна-то я сомневаюсь, что были стеклянные в 17 веке. Так очень красиво. Там даже где-то белка ругается.
Кричит. Белка-истеричка. Что это такое, непонятно. Непонятно, но очень красиво. Нет никаких табличек, сори. Поэтому даже не расскажу. По поводу Святого Августина хочется сказать следующее. Если вы поклонник старины, вам обязательно надо там побывать. Но, на мой взгляд, наверное, не стоит ехать туда на Рождество, на Новый год. Я не увидел там чего-то выдающегося, такого, чего я не видел в других местах. К примеру, там в Праге, в Париже. Мне на самом деле понравилось чуточку больше. Ну, я уже молчу там про Нью-Йорк. Нью-Йорк один из моих любимых городов, и на Новый год там можно увидеть очень много интересных и веселых вещей. Да, кому-то не нравятся какие-то аспекты, но эти аспекты присутствуют сейчас в разных городах, какие-то беспризорные люди, одно, второе, третье, это не такие большие нюансы. Город красивый, побывать обязательно, но не обязательно делать это на Новый год. Солнышко потихоньку закатывается за горизонт. Друзья, я надеюсь, видео вам понравилось. Постарался снять именно что-то интересное, то, о чем я не говорил в прошлой части. Но про Святой Августин можно рассказывать долго и счастливо. Это великолепный город, который я советую посетить каждому. Желаю всем хорошего новогоднего настроения и в будущем, наступившем или наступающем году, я не знаю, когда выйдет это видео, я надеюсь, будет чуть меньше войн и люди будут жить более счастливо, чем в предыдущие последние 3-4 года. А вы знаете, было не очень приятно. Всем хорошего настроения!